Приветствую тебя, дорогой зритель! Возможно, ты недавно купил Nintendo Switch или же планируешь ее покупать и хочешь узнать, какие игры на ней есть и с чем их едят. В данном видео речь пойдет только об эксклюзивах. Кстати, на канале есть детальный обзор самой приставки, подсказку я размещу в этом видео. В данном видео я также расскажу, как максимально экономить, потому что корпорация Nintendo будет высасывать из тебя деньги похлеще, чем кабинет стоматолога. Видео я разделил на подразделы, ты смело можешь переключаться по каждому из них. Но самой большой благодарностью лично для меня будут лайк и подписка на канал. И давайте сразу уясним две вещи. Покупать несколько игр сразу это неразумно. В свою очередь я не следовал этому совету, поэтому у меня даже сейчас есть нераспакованные картриджи. Так скажем на запас, когда это пройдут другие, что не является экономно. Вторая вещь, покупать все игры мы будем строго на картриджах. И будем их покупать бэушные, потому что картриджи почти не падают в цене, они не привязываются к консоли, а также иногда владельцы забывают активировать бонусные баллы за покупки картриджа, которые можно потратить в электронном магазине. Наш принцип экономии прост. Пройдя одну игру, продаем ее за такие же деньги, которые купили, и покупаем новую, или же обмениваем. В конечном счете стоимость игр для вас будет составлять цену первого картриджа и плюс-минус 300 рублей. Первая игра, которую я бы вам советовал, это Зельда. Время прохождения кампании составит 48 часов кампания, плюс дополнительные задания в районе 90 часов, а полное прохождение со сбором всего и вся займет у вас 180 часов. Сам я ее прошел за 90 часов и могу сказать, что это были самые крутые 90 часов в играх во всей моей жизни. Игра невероятно вас погружает в крутое приключение, сюжет до банальности простой. Злой дух захватил замок с принцессой, и вам нужно ее спасти. Кстати, с самого начала вам доступна полная свобода действий. Вы можете сразу направиться в замок и спасти принцессу, и пройти игру за 28 минут. За такое время с багами проходят игру спидранеры. Но естественно, мы не идиоты, что платить такие деньги за 28 минут, поэтому проходим не спеша и со вкусом. Помимо свободы действий, игра подарит вам шикарный, а главное живой открытый мир, интересные дополнительные квесты, плюс около 120 святилищ, которые вам предстоит разгадывать загадки. Используя физику, в игре она проработана очень хорошо, а главное, вы можете использовать эту физику в геймплее. Например, если поджечь траву, то от нее пойдет дым. На этом же дыме вы сможете подняться, используя аналог дельтаплана, и забраться куда вам нужно. Или вы можете толкнуть камни на монстров с горы, чтобы не вступать с ними в бой. А если вы подниметесь высоко-высоко в горы, где идет снег, то персонаж будет замерзать без колготок с начесом. Аналогично с регионом, где слишком жарко. Вы будете просто сгорать от жары. И то, насколько вам будет интересно в нее играть, зависит от вашей фантазии. Лично мне было очень занимательно ее проходить, и я каждый раз радовался как ребенок, когда моя какая-либо логическая идея по убийству монстров или разгадки загадок срабатывала, потому что физика тут сделана не для галочки, а для геймплея. После того, как вы пройдете Зельду, то сможете смело ее продавать или обменивать на Super Mario Odyssey. Кампанию можно пройти за 18 часов, кампанию с дополнительными заданиями за 55. Полное же прохождение на 100% займет около 130 часов. Как вы уже поняли, в играх от Nintendo вы сами выбираете, сколько в нее играть. Но в случае с Марио у меня ушло порядка 60 часов, и я еще не закончил. Большинство жителей СНГ знает Марио со времен 90-х и ассоциирует с ним лишь одну игру на приставке Dendy. И при этом зачастую удивляется, когда ты говоришь, что играешь в Марио, мол, фу, это детская игра, что там вообще в ней интересного? Но в Super Mario Odyssey разработчики вложили весь свой опыт за 200 игр о Марио, которые выходили в предыдущие годы. Это настолько оточенный крутой платформер, в котором геймплея настолько много, что вы будете удивляться до конца игры. Сюжет в игре банален. Надо спасти принцессу. Для этого нужно преследовать злодея Боузера по разным мирам, в которых вам необходимо будет собирать луны, чтобы подпитывать свой корабль и отправляться дальше. Но фишка заключается в том, чтобы собрать какую-либо луну в воздухе, Марио придется вселиться при помощи волшебной шляпы во врагов, геймплей за которых у каждого свой. Например, можете вселиться в Тирекса и крушить все налево и направо, или же вселиться в обычную гумбу и сделать целую гумбную башню. Возможностей и разнообразия очень много. Также приятно, что игра ценит традиции. Периодично есть моменты, когда Марио переходит из 3D в 2D, что также идет на руку разнообразия. Играть в игру будет интересно как детям, так и взрослым. И к тому же можно играть вдвоем. Таким образом, если играть не спеша, то Марио и Зельда подарит вам около 150 часов различного геймплея. При этом стоимость часа составит в районе 18 русских рублей или же 20 евроцентов. При этом вы сможете продать картридж почти за ту же стоимость. Таким образом, мы предотвратим жадный план Nintendo по обогащению и захвату мира, а также наносим меньше вреда окружающей среде, так как покупаем БУ картриджи. Следующие игры я постараюсь описать коротко, но скажу так, что подойдут они не для всех, а лишь для любителей определенного жанра, поэтому покупать вам их или нет, решайте сами. Если вы любите файтинги, то обратите внимание на Super Smash Bros. Это файтинг, в котором не прокатывает тупое нажатие кнопок, как это можно было делать в Mortal Kombat Ultimate на Sega, играя за Noob Saibot. Игра строится на простой идее, необходимо выкинуть противника за пределы карты. Вдохновлялись они
явно японским сумо. Но фишка игры заключается в том, что сейчас там 77 персонажей, каждый из которых обладает своими умениями, и нужно именно уметь играть за этого персонажа, чтобы побеждать. Поэтому каждая победа — это восторг, потому что именно это ты победил, а не какая-то случайная комбинация кнопок. В игре есть огромный режим истории, в ходе которого вы будете открывать новых персонажей, а также в целом очень много контента, различные сражения, музыка, ну и не забываем про главную вещь — онлайн, где вам с первых минут покажет, где ваше место. В игру можно играть до 8 человек на одной консоли, количество часов в игре бесконечно. Если вы любите головоломки, то вам отлично подойдет Капитан Тодд Treasure Tracker. В игре придется разгадывать различные пространственные головоломки, можно играть вдвоем с другом на одной консоли. К сожалению, нет русского языка, но он там практически не нужен. В среднем игра проходит за 20 часов. В такой же игре я бы отнес Luigi Mansion 3. В ней нам предстоит играть за Луиджи в стиле охотников за привидениями. Ему необходимо в большом поместье спасти своих друзей. В игре также есть очень много загадок и достаточно интересный геймплей. Неторопливое прохождение составит 24 часа. Играть можно вдвоем на одной консоли, а также в онлайне. К сожалению, нет русского языка. Кстати, если это видео смотрят представители Nintendo Switch, то начните уже наконец переводить свои игры, а то и дальше вашими играми будут подпирать полки в магазинах электроники. Если вы любите гонки, то, увы, здесь нет яркого представителя. Есть Mario Kart Deluxe 8. Это аркадная гонка на картингах. В ходе заездов вы подбираете предметы и пытаетесь навредить своим соперникам. В нее очень круто играть с друзьями, если они у вас, конечно же, есть. Это отличный способ недовидеть их еще больше. И, конечно же, в онлайне. Но она достаточно быстро наскучивает. В среднем в нее играет около 40 часов, а потом продают. На одной консоли можно играть до 4 игроков. Если вы любитель физической активности или хотите похудеть, то покупайте Ring Fit. В игровой форме приключения вам необходимо будет проходить уровень за уровнем и сражаясь с чудовищем при помощи физических упражнений. Бег, качание пресса, приседания. В общем, игра заставляет вас попотеть. Играть можно бесконечное количество часов, пока у вас весь жир не выйдет. Но, к счастью для жирочка, этого не произойдет, потому что все мы ленивые жопы. К сожалению, она стоит немного дороже, чем игры в подборке в пределах 4-5 тысяч рублей. Но все же это лучше, чем потратить деньги на бургеры. Но если вам надоела ваша жизнь, то езжайте на отдельный остров и нет, не ведите беззаботный образ жизни, а берите ипотеку у хитрого енота и начинайте налаживать свой быт в этой игре. Игра может затянуть на очень долгое количество часов. Одна бабушка наиграла в нее 3580 часов, пока ее консоль не сломалась. Говоря простым языком, это некий симулятор жизни, где время и время года в игре соответствует вашему реальному времени, где нужно зарабатывать деньги, мастерить инструменты, собирать различных жуков, рыб и так далее. При этом игра не обязывает вас заходить каждый день. Захотели — поиграли. Нет, никто там не умрет на этом острове. Также разработчики часто выпускают новые ивенты на Хэллоуин, Рождество и прочее. Данная игра заслуживает отдельного видео, но я бы не рекомендовал ее покупать в первую очередь, хоть она вас и может затянуть на 1000 часов. Со мной этого не произошло, чудо не случилось. Таким образом, я вам рассказал, как можно купить одну игру, а поиграть по сути в 7, периодично продавая предыдущую или обменивая. Без учета рингфита, конечно же, так как стоит он дороже. Это позволит вам сэкономить деньги и получить более 300 часов развлечений по низкой цене. У Nintendo достаточно большая библиотека игр. И я лишь рассказал о той малой части, которую следует покупать, по моему мнению, в первую очередь. Поэтому, если это видео смотрят также владельцы Nintendo Switch, то какую бы вы игру посоветовали для тех, кто только купил эту консоль? Пишите об этом в комментариях. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. В комментариях готов ответить на все ваши вопросы. До новых встреч!